Добрый день, друзья! Давайте распакуем с вами еще одну посылку. Но эти орхидеи я не заказывала. Один из моих подписчиков попросил принять в дар эти 3 орхидеи, потому что что-то у него с ними не получается. Сначала они стояли в темноте, потом на солнышке, немножко подгорели на солнце. Я видела эти орхидеи, когда он их упаковывал. Но как они перенесли 5 дней пересылки по почте, я не знаю. И по фотографиям не всегда определишь, что именно происходило с орхидеей. Давайте распакуем, посмотрим и определим, удастся ли нам спасти эти орхидеи. И если нам все удастся, я их обязательно подарю своим подписчикам. Давайте разбирать, смотреть и оценивать их состояние. Одна орхидея без посадки. Ну что ж, а я думаю, что мы спасем эту орхидею. Вот есть подгоревший листик немножко. Начал расти новый лист и лопнул. Но корни есть. Да, они подсохли в дороге. Но думаю, что с этой орхидеей у нас все получится. Газетки — это наше святое. Да, вот эта орхидейка явно подгорела на солнце и очень сильно. Я как-то про солнышко рассказывала даже в феврале, когда у меня орхидея в феврале подгорела на солнышке. И на то видео я оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. А Семочка уже устроился, да? Давайте смотреть, что с этой орхидеей. Был желтый листик, который по каким-то причинам орхидея засушила. Есть ожог и сильный ожог на листе. Корни в горшке, смотрите, они даже зеленые, то есть
грунт был и не влажным, и не совсем сухим. Но это не помешало орхидеи благополучно перенести пересылку. Я думаю, что эта орхидея у нас с вами очень быстро начнет расти. И третья орхидея. Сейчас тоже достанем и посмотрим. Ой, бедняжка. Да. Даже питерское солнышко бывает очень активным. Причем я даже не могу понять, как она стояла. И отсюда есть солнце, и отсюда. И с одной стороны есть ожоги, и с другой стороны есть ожоги. Но центральный лист, точка роста, осталась цела. И это радует. Вот веселье. Студенты собираются? Ну да. Юлечка обнаружил коробочку. Кто-то коробочку, кто-то газетки. Юля, перестань. Юля, ты мешаешь. Юля, упаковывайся и лежи. Вот так, умница. Все. Замечательная коробочка. Смотрите, сколько корней, но они не начали расти. Мы с Сергеем определили причину, почему не начали расти корни. При таком обилии, ну, мы не смотрим сейчас на то, что листья сгорели, но при таком обилии листьев, потому что они стояли в очень темном месте. И когда мы определили, что их нужно поставить на подоконник, я не знаю, насколько яркое солнце в Питере, но оказалось, что яркое. И они подгорели. И Сергей побоялся, что они пропадут. Только по этой причине он мне их прислал. Но я думаю, что мы с вами прекрасно восстановим эти 3 орхидеи. Корни есть, листья, хоть и подгоревшие, есть. Мусора на столе тоже очень много. Но, Сергей, большое вам спасибо, упаковали прекрасно. Я очень боялась, что у нас жарко, и посылка будет идти долго, и с корнями что-нибудь случится. Нам повезло, ничего не случилось того, что могло бы случиться. Поэтому эти 3 орхидеи мы с вами с удовольствием будем восстанавливать. Сейчас на сутки я их оставляю в покое. Даже вот эту орхидею не буду ставить в воду. В прошлый раз, когда я сказала, я их поставлю под цвет на сутки, меня неправильно поняли. Нет, на сутки под цвет поставить орхидею нельзя. У орхидеи точно так же, как и у нас с вами, есть день, есть ночь. Я как-то уже говорила, что днем у орхидеи фотосинтез – это один процесс. Ночью, когда нет света, идет другой процесс в листьях – это газообмен. Поэтому точно так же, как и нам с вами, орхидее нужно светлое время суток и темное время суток. Вот поэтому я говорю, что да, я их оставляю в покое на сутки, ставлю под освещение, но освещение в 9 часов вечера или в 10 часов, у меня по-разному отключаются лампы, у меня все равно отключается. И наступает темное время суток. Ну а когда светает, тогда светает. Так что оставляю орхидеи в покое и только завтра буду смотреть, определять, что с ними нужно будет сделать. И вам это обязательно покажу.
для этих орхидей я сделаю плейлист. Все восстановление этих орхидей будет в плейлисте. Наверное, мы его назовем посылка инкогнито из Санкт-Петербурга. Ну, в общем, придумаем какое-нибудь интересное название. И все видео об этих орхидеях будут собираться в этом плейлисте. И если вам интересно продолжение истории об этих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. И вы обязательно все узнаете, как восстановятся эти орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.